Друзья, я в Гурзуфе, здесь писал Коровин великие произведения. Я продолжу вам читать какие-то его главы, небольшие сюжеты из его книги «Моя жизнь». Иногда. И постараюсь это делать в тех местах, чтобы вы почувствовали эту атмосферу, чтобы был виден его дом. Может быть, прямо там, в его доме буду читать, на веранде, с которой он писал свои знаменитые картины. И там же, на этой веранде, кстати, будет один день класса, который я проведу здесь. Предлагаю приехать на него с 8 по 10 августа. Мы будем писать не только на этой веранде, с которой открывается чудесный вид на бухту. Здесь чудесные места для художников. Не случайно они любят сюда приезжать со всей страны. И еще один класс я проведу здесь с 12 по 14 сентября. Уже записываются люди в эту группу. И в первую. В сентябре мы будем работать с вами в Ялте. Информация на сайте есть. Записывайтесь и приезжайте. С вами Славьян. Спасибо за возможность вдохновения. А вы пробовали заниматься цифровой живописью? Там на планшете порисовать, пописать. Я понимаю, тема щекотливая и несколько провокационная, но все же. Меня не устраивают результаты, которые получаются у меня на планшете. У меня есть приложение на телефоне, там я могу делать наброски, когда у меня нет под рукой каллиграфического пера, там ручки, да, для каллиграфии и блокнота. Живая линия, живое прикосновение к бумаге мне гораздо интереснее, чем электронные версии, такие типа фотошоповских в различных программах приемов. Мне это не очень интересно, может, просто не получается. Но живое прикосновение к холсту, кисти, мастихина, различных пальцев, я не знаю, это всегда на выходе богаче по приемам, по технике, по какой-то живости исполнения, чем электронные версии. Меня не захватывает это. И глядя на работы, которые выполнены художниками в электронной версии, я пролистываю мимо, я долго не задерживаюсь. Но я за то, чтобы художник пробовал себя в различных версиях, в различных техниках, чтобы его живопись, творчество было богаче, разнопланово, разностороннее. Александр Субботин. Особенно тяжело, конечно, показывать всякую мазню вместо классики. Такое ноу-хау не пойдет. Как ни слаба наша культура теперь, она этого не потерпит. Александр, но многие и живопись Коровина называют мазнёй. И находятся такие, которые считают его маэстро колорита, цвета. Почерпнул он многое у импрессионистов французских. Кстати, Академия того времени, тех времен, посылала художников в пенсионерские командировки, так называемые, отличников. Они год писали в Италии, во Франции. И одну картину всего они должны были послать Академии, а Академия оплачивала их там пребывание, проживание, считая, что они вырастут и принесут на родину новые картины в новом качестве мастерства. Как ни слаба наша культура, теперь она этого не потерпит. Но потерпела же Коровина. Ничего. И как вы относитесь к нему, не знаю, но для многих он стал классиком. Так что по мне мазня мазне рознь. Вандеринг, комментарий к моему холсту, «Пионы» называется, который я на классе писал недавно у себя в садике, в Химках. Пионы, техника, сухая кисть, вот так. Почему сухая? Она, в общем-то, влажная была, увлажненная краской кисточка. Ляписто, слякотно, шлепотно. Да, все так. Каждый мазок я расцениваю как какой-то, я не знаю, целый мир. Каждый мазок. В каждом мазке может быть спрятана целая жизнь. Есть люди, которые это видят, есть люди, которые это не видят. Далее Вандеринг пишет:
Знаю, вы не любите такого рода комментарии, и тем более не отвечаете на такие сюжеты в своих видео. Но все же оставлю это здесь, в публичном пространстве, потому что вы точно это прочтете. Будет интересно. Я уважаю все, что достигнуто и делается теми или иными мастерами живописи. Так вот, мне показалось, что вы халтурно отнеслись к видеоурокам цветения персика. Вы учитель, но ваши работы можно на разборе просто слить в унитаз. Ни грамма мастерства, тем более в акварели. Это специально сделано, да? Тогда почему вы не выбрали самых начинающих, неопытных художников? А я ж не выбираю, они сами приходят заниматься. И 60, по-моему, или 62 человека сейчас занимаются на этом курсе. Это люди, которым не показалось, что это халтурно. Ну, станет человек платить деньги, если это халтура? Думаю, что нет. Вам не стыдно, что у вас ученики, победившие, кидают более прекрасные работы, чем вы представили? Не стыдно, наоборот. Я горд за них и очень счастлив, что так работают мои коллеги, студенты. Я не пытаюсь принизить ваше творчество, я восхищен, как и те ваши почитатели, которых сотни тысяч. Просто раз уж вы затеяли, то пусть это будет от таланта, а не от пополнения счета. Ну, счет не намного пополняется, и все, что я выкладываю, я перешел в помещение, потому что сильный ветер. Так вот, все, что я выкладываю, показываю вам, и тем более то, что предлагаю изучать, как форму, сюжет для овладения тем или иным приемом, это идет изнутри. И я стараюсь, поскольку писать по-разному, поэтому и предлагаю различные решения даже одного и того же мотива. Представьте, на курсах разные решения делать, один мотив. Не говоря уже о различных пейзажах. И подходы ищу для себя разные. И хочу этим заразить тех, кому это вообще интересно и важно. Я видел художников, которые пребывают в некой стагнации, что ли, для которых перестает быть важным творчество. Оно переходит в разряд исполнительства, они теряют интерес, они с трудом пишут, берутся за кисть, не хотят это делать. Мне кажется, что я нашел путь, как этого избежать. Первое – это интерес, который нам дарит природа, если мы пишем пейзаж, вообще жизнь. Художник сочиняет и сочиняет композиции, если он включен в жизнь. И избежать этой стагнации, о которой я заговорил, можно, исследуя работы других, которые всегда развивались, у которых были разные периоды. И, что самое важное, обратить внимание на свое творчество, на то, что мы делаем, чтобы оно развивалось, чтобы не костенело это творчество какими-то одними приемами, понятными, любимыми красками, как это все сделать. И вот это, если преодолеть благодаря интересу к исследованию, то я считаю, что этого можно избежать. Тогда каждая работа будет интересна, нова для нас, для меня, для художника. Она может быть неожиданна, кому-то покажется уродливой, но в контексте, я не знаю, выставки, когда вы показываете, я не знаю, 200, 300, 400 работ, вы, по сути, показываете свою жизнь, свое исследование мира цвета, композиции. И вы можете делать что угодно. Тумблер восприятия вашего внимания как зрителя может повернуться в сторону исследования, что вообще этот парень творит. Он не похож на себя. Вот что-то вы делаете такое халтурное. Так нельзя, тем более учить других. Но те, кто погружены в живопись, в самоисследование глубоко, могут найти в этом интерес. И это даст толчок к тому, чтобы выйти за пределы шаблонов.
Поэтому с вами я не согласен здесь. Вернусь к Александру Субботину, который про мазню пишет. Да, многие считают, что то, что я делаю, это мазня. Но это либо те, которые ошиблись дверью, не в ту дверь зашли в нашу палату, либо просто не видят в такой живописи интереса. Но это просто не их книжка, не их музыка, не их живопись. У них другое. Ну, по коридору там много таких классических, понятных всем произведений. Просто не в ту дверь. Поскольку художник создает мазнёй новую реальность, вот это ключевое слово. Он не переписывает сюжет так, как он есть. Он на этой основе, это всего лишь сюжет, это повод, мотив, да? Повод для создания абсолютно новой реальности, которой не было. Он показывает, что это краска на холсте, всего лишь краска. Это не дерево, не человек, там, я не знаю, не портрет. Краска, которой тем или иным способом художник умудрился написать свое впечатление, отношение к тому, что он видит, ощущение. Да, я такой халтурщик, который получает от этого удовольствие. И в работах других я вижу удовольствие. Многим работы, ну не буду называть имена, кажутся халтурными, странными, чудаковатыми, вообще ничего нет. Некоторых там, Батон, например, взять. Некоторые говорили мне, списался, все. Но я с большим уважением отношусь к его работам, к тем, которые выглядят странно. Многие крутят у виска, говорят, все, конец, все. Я вижу огонь в его глазах, это большой дар исследователя. И, возможно, он, по крайней мере, отчасти заразил меня этим исследованием. Я ему благодарен. Еще один художник, Володя его зовут, он говорил, уйдешь в абстракцию. И вот я как-то балансирую между... Я не ушел в абстракцию полностью, но мне интересен этот мир абстрактных, странных решений, энергии цвета. Мне интересен. Я так балансирую между, на грани почти. Почти абстракции, почти нет. Как это называть, неважно. Я имею в виду по классификации живописи, которые у нас приняты. Импрессионизм, там, пост, или недо, или экспрессия какая-нибудь, там, изм. Короче говоря, мне очень интересен этот мир цвета, и я вас в него приглашаю. Еще я проведу 2 класса в Италии в октябре. С 8 по 12 октября мы встретимся с вами на озере Гарда. Будут новые локации, будут очень интересные мотивы. На сайте информация есть, записывайтесь. И еще Рим с 15 по 19 октября. Мы будем писать водными красками, маслом. Присоединяйтесь к группе. Я активно развиваю свой канал Boosty, в котором ежедневно выкладываю то, как я работаю над какими-то мотивами, набросками, сюжетами. В общем, мои размышления, моя мастерская. Приходите в нее в гости. Я очень благодарен вам за лайки, за то, что вы делитесь моими видео. Это стимулирует меня продолжать этот канал, развивать его. Спасибо вам. Пока.